Приветствуем на канале Не Эксперт. Я уже рассказал о вертикальных беспроводных пылесосах, о моющих вертикалках, и пришло время роботов. Какие модели будут убираться в доме за вас? Представляю вашему вниманию топ-5 роботов-пылесосов по цене от 13 до 19 тысяч рублей. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Итак, правила выбора. Чтобы собрать топ, я вошел на сайт самого популярного интернет-магазина в нашей стране Яндекс.Маркет, ввел в строку поиска «робот-пылесос», настроил рейтинг по популярности. В итоге вышло более 700 предложений. Я исключил из списка очень дешевые и дорогие модели и занес оставшиеся в специальную Google форму, чтобы сравнить их по характеристикам, отзывам и наличию товара в магазинах. Основные критерии для сравнения – мощность, время автономной работы, вес, скорость зарядки и отзывы. Итак, приглашаю вас на битву пылесосов. Пятое место. Tefal Explorer серии 45. Открывает рейтинг пылесос от французской торговой марки Tefal Explorer серии 45 за 14 тысяч. О фирме Tefal российские потребители хорошо знают. Начинали с производства антипригарной посуды, разрослись до собственной бытовой техники. В основном это простые кухонные приборы, утюги, пылесосы и другие товары для дома. Робот Explorer серии 45 подходит для сухой и влажной уборки. Имеет две боковые щетки для захвата любых видов мусора, 3 режима работы – авто, автоэкспресс и вдоль стен. Характеристики. Конструкция робот, тип уборки влажная и сухая, мощность 33 Вт, объем пылесборника 0,4 литра, объем контейнера для чистой воды 0,11 литров, время работы до 150 минут, время зарядки 6 часов, уровень шума 69 дБ, вес 3,45 кг. Пылесос оснащен усовершенствованными сенсорами, которые предотвращают падение с лестницы, столкновение со стеной и мебелью. Специальная электрощетка эффективно очищает поверхности. Им легко управлять со смартфона, в том числе при помощи голосового помощника. В целом неплохо, а что люди говорят? На Яндекс.Маркете 30 отзывов, оценка 4,4 звезды. Покупателям понравилась возможность управления голосом, простота использования, качество уборки, долгое время работы, но не понравилась работа щеток, траектория уборки и слабое отображение карт. У некоторых возникли проблемы с использованием приложения. У Tefal в том же ценовом диапазоне есть модель Explorer серии 50, причем на момент публикации этого видео рестайлинговая версия даже дешевле – 13 тысяч. Итак, сравним характеристики. Конструкция робот, тип уборки влажная и сухая, мощность 33 Вт, объем пылесборника 0,4 литра, объем контейнера для чистой воды 0,11 литров, время работы до 120 минут, время зарядки 6 часов, уровень шума 65 дБ, вес 3,45 кг. У следующей модели уменьшилось время работы со 150 до 120 минут и громкость шума на несколько дБ. В остальном показатели прежние. По функциям новый робот научился убираться по кругу. Четвертое место. Clever & Clean L-Series 707. Это китайский трудяга за 18 тысяч. Умный, практичный, доступный робот-пылесос. Есть функция сухой и влажной уборки, лидар, 2 HEPA-фильтра, расширенные возможности при управлении через мобильное приложение, можно построить карты памяти для уборки на нескольких этажах. Посмотрим характеристики. Конструкция робот, тип уборки влажная и сухая, мощность 2500 паскаль, объем пылесборника 0,6 литра, объем контейнера для чистой воды 0,3 литра, время работы до 120 минут, время зарядки 3 часа, вес 4 кг. Китайский Clever & Clean L-Series 707 тяжелее французских пылесосов, но для роботов это скорее плюс, ведь его не надо носить с собой по квартире. Тяжелее значит устойчивее и прочнее. У него больше пылесборник и бак для воды, выше мощность, в 2 раза быстрее заряжается. А вот время работы уменьшилось по сравнению с Tefal Explorer серии 45 на 30 минут. Без подзарядки Clever & Clean L-Series 707 может работать всего 2 часа. Посмотрим, стало ли это препятствием для покупателей.
Данный робот-пылесос оценили на Яндекс.Маркет более 80 раз, средняя оценка 4,7 звезды. Люди отметили плюсы, качество уборки, в том числе влажной, удобное управление через приложение, вместительный контейнер для мусора. Но им не понравилась сложность чистки контейнера марки «Корпус». У некоторых возникли проблемы с Wi-Fi и лидаром, а вот за нехватку заряда никто не пожаловался. У Clever & Clean также есть другая, более бюджетная модель робота Aqualight, у которой, впрочем, покупатели отмечают все те же недостатки. Пылесос плохо убирает в углах, теряется на больших площадях, не сразу подключается к Wi-Fi. По показателям: конструкция робот, тип уборки влажная и сухая, мощность 1500 паскаль, объем пылесборника 0,4 литра, объем контейнера для чистой воды 0,25 литров, время работы до 100 минут, время зарядки 4 часа, вес 2 килограмма. Характеристики Aqualight намного слабее. Вес, мощность, объем пылесборника и время работы меньше, чем у Clever & Clean L-Series 707. И хотя Aqualight на 4000 дешевле, к покупке я его не советую. За те же 13 тысяч есть Xiaomi Mi Robot Vacuum i10, который гораздо популярнее у покупателей. Люди отмечают, что у Xiaomi хаотичный ритм работы, но при этом убирается он хорошо. А мы с вами уже перешли к тройке лидеров. На третьем месте Polaris PVCR 0735 IQ Home Aqua, робот-пылесос российской торговой марки. Техника Polaris позиционируется в доступном ценовом сегменте при достаточно высоких стандартах качества. Посмотрим, подтвердят ли это отзывы покупателей. Робот-пылесос Polaris PVCR 0735 IQ Home Aqua народ знает. Только за февраль, согласно статистике Яндекс.Вордстат, им интересовались более 2500 раз. На Яндекс.Маркете его оценили 268 покупателей, 4,7 звезды. При этом люди почти не отметили недостатков. Среди минусов только проблема с навигацией. Достоинства следующие: удобство использования, управление через приложение, влажная уборка, долгая работа от батареи. Посмотрим на характеристики. Конструкция робот, тип уборки влажная и сухая, мощность 25 Вт, объем пылесборника 0,5 литра, объем контейнера для чистой воды 0,3 литра, время работы до 150 минут, время зарядки 5 часов, вес 3,4 кг, уровень шума 60 дБ. Polaris PVCR 0735 IQ Home Aqua имеет все необходимые функции для робота-пылесоса: полностью автоматическая уборка и возвращение на базу, HEPA-фильтр, инфракрасные датчики, построение и сохранение карты, расписание уборки, ограничение зоны, голосовые помощники. У фирмы Polaris есть две другие версии робота-пылесоса по цене от 13 до 19 тысяч. Это PVCR 1020 Fusion Pro за 13 тысяч и PVCR 6001 Wi-Fi IQ Home за 19 тысяч. Но популярностью у покупателей пользуется именно Polaris PVCR 0735 IQ Home Aqua. Робот в целом хороший, и покупатели на него не жалуются. Однако российские производители имеют еще очень мало опыта в создании таких бытовых помощников. Те же самые китайцы за те же деньги напичкают робот гораздо большим набором полезных функций. Собственно, именно они сегодня в лидерах. Второе место забирает Dreamy F9 Pro, китайский робот-пылесос за 16 тысяч рублей. Скажу сразу, по отзывам на Яндекс.Маркете, этот робот сегодня в лидерах. 2181 голос, даже больше, чем у победителя рейтинга. Взглянем на характеристики. Конструкция робот, тип уборки влажная и сухая, мощность 40 Вт, объем пылесборника 0,57 литра, объем контейнера для чистой воды 0,2 литра, время работы до 150 минут, время зарядки 7 часов, вес 3,7 кг. Этот пылесос мощнее всех предыдущих моделей. Большой пылесборник, бак для воды, долгое время работы без подзарядки 2,5 часа. По заявкам производителей, за это время он сможет убрать до 160 квадратных метров. Робот Dreamy имеет 4 режима работы: автоматический, вдоль стены, зигзаг и турбо. Из отличительных особенностей следует отметить бесщеточный двигатель, благодаря которому он засасывает даже волосы и мелкий мусор.
мусор. Ну а пришелся ли по душе Dreame F9 Pro покупателям? Его оценка в интернет-магазине 4,8 звезды, больше, чем у всех предыдущих моделей. Знаком плюс люди отметили отличное построение карты, управление через приложение, влажная уборка, несколько режимов работы. Однако не обошлось без недостатков. Проблемы с подключением, отсутствие боковой щетки. К слову, на Яндекс.Маркете вы также можете встретить модель Dreame F9 без приставки Pro. Между обычной и Pro версией советую последнюю. Она строит маршрут точнее, имеет более высокую мощность и работает дольше. Например, обычная модель просто объезжает ножку стула, аналогично как со стеной, а робот Pro чистит пространство вокруг ножки. Первое место. Победителем рейтинга стал другой китаец Xiaomi Robot Vacuum S10 EU. Несмотря на то, что автоматических уборщиков первыми представили не они, а компания Electrolux в 1996 году, затем компания iRobot в 2002, у простого народа роботы-пылесосы ассоциируются прежде всего с торговой маркой Xiaomi. Это подтверждает и статистика WordStat. Xiaomi Robot Vacuum S10 EU набрал 2149 запросов. Единственный робот-пылесос от фирмы Electrolux на Яндекс.Маркете, модель PI92-4STN за 37 тысяч рублей, набрал 0 запросов практически за весь текущий год, да и в 2023 году его дела в России были не лучше. Посмотрим на характеристики Xiaomi. Конструкция робот, тип уборки влажная и сухая, мощность 45 Вт, объем пылесборника 0,4 литра, объем контейнера для чистой воды 0,2 литра, время работы до 130 минут, время зарядки 6 часов. И здесь мы попадаем в потребительскую ловушку. Какой китайский пылесос все же лучше? По характеристикам Dreame круче, работает дольше, бак больше. Xiaomi, конечно, мощнее, но не намного. При этом по запросам на WordStat явно в лидерах: 3768 против 1399. Конечно, можно было бы и дальше продолжать эту битву, но Dreame Technology – подручная Xiaomi компания, основанная в 2015 году выпускником университета Цинхуа, уже в 2017 она слилась с корпорацией Xiaomi. Вернемся к самой модели Robot Vacuum S10 EU и посмотрим на его сильные стороны. Он самый мощный в сегодняшнем рейтинге. Здесь есть датчики столкновения, датчики скорости, датчики падения, гироскоп, радары. Робот быстро и точно составляет карту, большой диапазон сканирования помещения до 8 метров. При помощи приложения Mi Home легко управлять пылесосом и составлять график уборки. И хотя производитель заявляет, что погрешность робота всего 2,5%, судя по отзывам, она все-таки больше. Впрочем, из-за того, что людей это не расстраивает, а даже веселит, снимать звезду Xiaomi за это не будем. Этот робот не просто самый лучший в ценовом диапазоне от 13 до 19 тысяч, но и самый веселый. Предлагаю и вам немного посмеяться. Жрет носки и все, что неаккуратно валяется, может ими подавиться и будет просить о помощи. Не понимает, что стоит стол, пытается его двигать. Если сначала запустить режим пылесоса, а потом влажной уборки, то не оставит кошачью шерсть свернутой в аккуратные влажные комочки, чтобы вам было удобно их собирать. Все сам соберет. В общем, это отважный, упорный помощник для дома. К слову, среди бюджетных моделей у Xiaomi есть еще два робота: Mijia Sweeping Robot 3S Enhanced Version за 16 тысяч и Mi Robot Vacuum i10 за 13, но у обоих отсутствует русская озвучка, а также люди отмечают, что у них возникли трудности с подключением приложения. И на этом сегодня все. Ставьте большие пальцы вверх, если вам понравился обзор, и до новых встреч!